Нихуя себе, нихуя! Turn left onto Fountain Avenue. Да клянись же. Именем, блядь, вы что, с ума сошли? Я не настолько разъебываю сегодня. Блядь. Давайте, давайте. Песня для поездки в Нью-Йорк Фильм Академи. Посредственно новые МС, я шахрен, что новые песни. Нет, не надо никого извините всех. Ты кто, ты где, ты чего в теме? Я не тех, это первый класс. Поднимите руки вверх, это первый класс. Кто записывает тех, кто новый человек, это первый класс. Итак, учеба у меня каждый день без выходных с 8:40 утра до 7 вечера. А в субботу и в воскресенье мы уже берем технику и ездим снимать фильмы. Короче, мы только что опять работали вот с этой вот махиной, и мы только что посмотрели, ну, зашли в симку, флешку, и там не стерли файлы, и мы посмотрели, кто что снимает. Так круто выглядит, там такое качество картинки. Я просто вот так вот открываю файл и такая: о боже, я уже хочу поснимать, let's begin faster. Короче, там качество, ну чисто киношная картинка. Здесь у нас реквизиторская, вот такая вот. То есть можно брать будет все, что угодно. Лампы, хуямпы, картины. Даже матрас вон есть, матранг. А вот это, например, долли. Это штука, на которую камера ставится, и вместо зума ты используешь вот эту штуку долли. Это чтобы картинка была такая более нестабильная и типа эмоцию больше показывала в фильме. Да, я уже много знаю. Я в ахуе. Я реально, мне уже очень не терпится. Но ребята, походу, они уже видели такие камеры, потому что тут уже ребята фильмы снимали, документалки снимали. И я такая говорю: вау. А они такие: ну да, типа, это камера, не iPhone. Каждый раз по дороге из универа домой я хочу как-то отвлечься от этой всей учебы и ставлю микс из всех своих песен. И вот пару дней назад мне попалась песня «Любовь в большом городе вновь, в легкой комнате два человека нашли». Я сразу вспомнила маму, детство, и внутри как будто что-то, знаете, так переключилось. И когда ты учишься далеко от дома, такие вещи особенно остро чувствуются. Ты вроде как бы учишься, у тебя новый этап в жизни, все вот так вот идет, но внутри все равно иногда накатывает ностальгия. Я очень скучаю по дому, но мне необходимо собраться и ни в коем случае не растечься в этой тоске. В такие моменты лучше всего помогает поддержка, общение с людьми, но лучше всего, когда поддержка профессиональная. И такую поддержку можно найти на сервисе онлайн-психотерапии Ясно, ведь там очень легко найти специалиста под ваш индивидуальный запрос. С ним можно честно проговорить свои чувства без «соберись», «ты же сильная» и прочее. Когда ты далеко от родных или, может быть, вообще потерял связь с тем, кто тебе был очень дорог, важно не оставаться с этим один на один. А специалист в этом плане — это как точка опоры, которая помогает пережить этот период бережно. По моему промокоду Мадрид вы получите скидку 20% на первые 3 сессии. Обязательно вводите этот промокод при регистрации. Будьте здоровыми и счастливыми. Короче, после 6 пар встретилась с ребятами. Ребят, вы как себя чувствуете? Видишь, уже машина у нас превратилась в шкаф, в бандерольку. Что Короче, там? наконец-то дошел подарок, который я заказывал, и его не было на официальном сайте. То есть это через каких-то мышей, блядь, потаенных. Открывай и Ну-ка, смотри. Я не знаю. Клянись. Да. No way. Илья, это пиздец. Даже Андрей такого не додумался бы. Да как же? Вот так он мне Лил Пипа подарил. Блядь. Нет, Лил Пип тоже хорошо, Андрей, если что, не обижайся. Но он умер, блин. Это пиздец. Это... Просто моя мечта
Это его, типа, личные фотографии, которые у него были, хранились на айфоне, и он из них превратил книгу, и там ограниченный тираж. Ребята, там вот такие фотки всякие есть. Господи, крутые. это я сегодня. После американских. А вы сегодня были в секс-сексе? Ужасную. Господи, проедет ли он мой... Господи, сейчас я это... Ой, блядь. Ёбаный додыр, блядь. Я потом тебя его хочу посмотреть, что там. Интересно же, что у него на личных Вот это фото. у меня в сохраненках было, только там русские пририсовали ему сосиски. Вот на этой вот фотографии. Мы пришли, короче, вот в такое место. Здесь и аркада есть, и вот там боулинг. А там нас уже ждут, по-моему. Я сняла это! Я сама в шоке! Она мне сказала, я вообще не умею. Короче, Таня думала, что она ставит свою аватарку себе на аккаунт. А она поставила ее, блядь, на все мониторы боулинга. Я терпеть не могу боулинг, но американцам нравится. Здесь это развлечение официально входит в топ-3 хобби у населения. Мои ребята все как будто в лиге какой-то состоят. Я не понимаю, как они выбивают все кегли. Я буду верить, что им просто везет. Смотрите на него сначала, сейчас мы сделаем так же. Если вы сейчас охуеете. Видишь? Смотри, 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 смотри. Это чё? Давай, Лиз, показывай класс. Как она это сделала? Смотрите, надо чуть-чуть по-другому, чуть-чуть буквально. У Лизы есть собственная тактика, я первый раз такое слышу. Я сама так никогда не делала, меня учили. Серьезно? Я просто... Меня учили, нужно отцентровать по голове. А ничего, что шар, блядь, как две твои головы. Ничего. Хорошая тактика, жаль, что говно. Ой, все, мы одну сбила. Сейчас еще одну собьешь. The next day. Короче, ребята, это полный пиздец. У нас только что была лекция. У нас каждую неделю будет по одной примерно лекции, такой специальной. И сегодня у нас была лекция про пермиты, то есть разрешение на съемки. Это просто полная жесть. Я сидела, и я чувствовала, как у меня голова вот так пухнет от информации. Потому что для всего здесь в Америке, для всего нужно разрешение, нужна страховка, вообще для всего. Типа, упадет случайно на какого-то актера свет, пока ты будешь снимать, или упадет этот свет на дорогу, где ты будешь снимать, перегородить движение. Это все нужно страховать. Это все стоит денег. У нас в России с этим попроще. Ну, у нас там нельзя, например, в метро снимать. А здесь нельзя снимать почти везде. Ну, в плане, на все нужно разрешение, и ты, понятно, его получишь, но в некоторые инстанции нужно подавать за 2 недели, в некоторые за 3 дня. И вот в этом вот учении здесь это все рассказано. Нужно страховать всех актеров, которые не учатся здесь в Найфе. Потому что кто учится в Найфе, они на тебя в суд не могут подать. Поэтому их можно не страховать. Оборудование нужно страховать. Короче, все. Но, слава богу, мы студенты, поэтому у нас это будет стоить $300 за съемку. Но у тебя застраховано все на десятки тысяч долларов. То есть, если что-то случится, все покроется. Вел очень крутой препод такой. Ему, наверное, лет 60. That's sort of guerrilla filmmaking. No rules. И вот он нам рассказывает, что если вы хотите большой каст, если вы хотите очень крутое кино, то просто знайте, что для каждого вам нужно будет сделать ланч, для каждого нужно будет организовать трансфер. И он нам рассказал про life insurance. Это типа страховка жизни. Он говорит, вот вам всем по 25, по 30 лет, вы думаете, зачем мне страховка жизни, я не собираюсь умирать. И он говорит, вот у меня дядя умер в 40, папа умер в 36, и никто из них не был застрахован, не была застрахована жизнь. И вот он говорит, если вы хотите получить много денег, есть отличный способ. Застрахуйте свою жизнь и умрите. И говорит, тогда вы получите компенсацию в миллионы долларов. Но единственная проблема это то, что вы умрете. Ну и чем старше ты становишься, тем, естественно, страхование жизни становится дороже, потому что ты такой приходишь в 65, а я хочу застраховать свою жизнь. А тебе такие, а сколько тебе лет? Ты такой, 65. И они такие, о. А потом он говорит, когда у меня вот это вот все умирали, там родственники, я думала, я когда вырасту, точнее, будет мне там 18 лет, я обязательно застрахую свою жизнь. И вот я все еще здесь каким-то образом.
На этой неделе нас, наконец, поделили по группам, в которых мы будем работать весь семестр. То есть все 3 фильма мы будем снимать по своим командам. У нас прошел первый урок по настройке камеры, фильтров света, фокусу, и нас также научили играться с освещением. Walk to the person up front. I promise there'll be no Michael Myers screwdriver. All right, here we go. Look at the light. Very good lighting here. See, I told you. We're trying to change the focus from me to Manny and back. Oh, you got it. Does it work? So you want to make sure that their eyes are in focus? Ребята, авиасейлс. Камера-мотор, поехали. Я обязательно сниму про вас фильм, и в главных ролях будет Настя Федько, Леонардо Ди Каприо и я. Y'all are so fun in this class. That is so cute. That is so cute. You're adorable. Don't you mind if I show you in my vlog? Yeah, oh my god, let me get in there, bro. Hi! This is Andrea. I'm Diamond. Wait, Diamond, sorry. Give me 2 days Wait, more. so you can flip the camera to Yes, show that of side? course. Girl, what the fuck? And one more thing. If I make like this movement, you can move anywhere, and this camera will follow you. Yes. Girl, I've been wanting these so bad, but I've never seen nobody use it. So what type of content do you do? Lifestyle, like about my life, about like traveling. An it girl, so you're an it girl. I say the lifestyle content creators are it girls. Yeah, okay. I prefer more travel content. Really? Travel blogs So from where do you like to travel to? anywhere. So like, you just travel? Yeah, Japan, China. Oh, you Alaska. really travel? Yeah, I'm thinking you mean like US. The next day. Всем доброе утро. У нас сегодня первый тест камеры в парке. Не в универе, а уже на локации наконец-то. И сейчас мы на нее поедем. Ехать 22 минуты. Я специально пораньше вышла. Поехали? Ну, Таня, блядь, конечно, встала. Ну, Таня встала вчера. Дала я Тане машину свою. Не уебаться бы, блядь, с утра пораньше. Девушка Прасковья. Сейчас солнышко будет наконец-то. Боже, я живу в темнице, как в темнице сырой. Вскормленный в неволе орел молодой. Нам раздали бумажки с тестами, и каждая команда должна была заполнить свои листы тестов. Это больше были математические задания на коррекцию света в кадре. Carrying out our tests. You know, just make sure that your slate is always corresponding with each other's notes. Yeah, looks clear. Okay. Yeah. Here we go. It's the next page. Again, do it again. Big heels got the pleases, I'm pleasing, I'm something funny. Baby fat jizz swag whenever he's feeling cummy. Yeah, you buck too like you can't rhyme for shit. Heard your record and your line sound just like his. See the difference, me and you. Bring everything over so you're not walking, so it doesn't. Now you don't have to stay in the same location. That is so cute. I just love it. Upon completion of should be, ask your TA for the bounce board. That's deep. Where are you guys moving to? Yeah, because this is necessary. Yeah, because it's shade. We gotta be somewhere to shade. Time is money. Yes, it is. I'm the first lady of juicy couture. Got a little cash now, so the skirt is Dior. And my lips look just like a man full of pork. Now the kids out screaming you were better before. Before what? Bitch still snorting away. Still sipping Red Bull. Love story. Yeah. That was good. Thank you. Very good. Далее у меня был перерыв 3 часа, и я вернулась быстренько домой оформить себе покуш. Короче, у нас первое домашнее задание прикольное. Записать 3 идеи для фильма, не говорить, что это за идеи для фильма, но показать, как мы их, собственно говоря, записываем, то есть где мы храним эту информацию и как нам удобнее всего, короче, ее хранить. Так вот, у меня уже была готова эта часть задания, потому что у меня уже есть этот блокнот, в котором я храню свои идеи. И я вот буквально, типа, неделю назад записывала идею для шорт-фильм. Все обклеено стикерами. Нужно загрузить ролик на YouTube. У меня, благо, уже есть YouTube-канал, на котором вы смотрите этот влог, поэтому осталось только видео записать. Idea for my short film, it is in Russian language, but whatever. Simple for me, for my brain, is to put stickers. I have a bunch of stickers here, for example, for main characters. Yeah, that's pretty much it. Yeah, that's pretty much it.
Я уже готовлю для своей мизансцены, для проекта «Без слов». Мне нужно сделать декорации. Ну, это я так решила, что я буду делать свои декорации, а не пользоваться тем, что уже там есть, ну, потому что там вряд ли будет план на 2026 год. И я вот сделала себе план на 2026, у меня будет идея в перфекционизме, что перфекционизм — это совершенно ненужная вещь. Короче, я вам потом покажу. Я этот план сделала, написала. Вот, я его должна буду на стеночку наклеить. Надеюсь, там не будет просвечиваться, блядь, мое свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, нахуй. Короче, это пиздец. У нас только что был кастинг, реальный кастинг, типа с реальными актерами, ну не реальными, а нереальными актерами, которые здесь же учатся, и мы выбирали актеров для своих фильмов. У нас тут просто, видите, идет это conversation. После занятия все друг к другу подходят, знакомятся, обмениваются инстаграмами и так далее. Вот такая там вечеринка. Все очень были прикольные, но я себе отметила парочку любимчиков. Я вот все думала, что я буду сидеть и говорить так: слэш. У нас тут бумажка, на которой мы писали заметки. Блядь, внимание, мои заметки. Это просто пиздец. Не быть мне директором. Очень дикий. Дальше. Комментарий просто. Мимо. Предпочитает челленджи. Мой дружбан. Это типа к тому, что он выбирает роли, не которые ему типа больше всего подходят, а он хочет больше челленджей типа. Дальше. Пиздец угар. Это про девочку, которая комик. Я не знаю, как это сказать в женском роде. Комикесса. Она прям реально выдала стендап. Очень крутой, очень смешной. Я прям смотрела вот так. Дальше. Красавчик. Тупо из эйфории. Очень хороший, кудрявый. Подходит для моего диалога. Это типа для фильма. Сказал любимый персонаж, этот же чувак сказал, любимый персонаж Тайлер Дерден. Я такая сразу: матч. Мы обменялись инстами, я ему объяснила свою идею, и он сказал, что он прям такой персонаж. Вот я бы его хотела в своем фильме использовать. Идея крутая, идея интересная, но он хочет играть с кем-то, а я ему говорю: чувак, там 5 минут играть, и кино немое, без слов. Что ты будешь там делать с человеком в кадре? Я извиняюсь за этот вопрос. Блять, иногда я что-нибудь скажу, а потом я гуглю, транслейчу это, что я сказала. И я только что вслух такая: блять, чего я сказала? Короче, я сказала чуваку, он ко мне сам подошел, он говорит: у тебя какие вообще идеи для твоих фильмов? Я бы хотела, типа, в твоем фильме сыграть, у тебя какой ты жанр предпочитаешь? И я ему все говорю, а потом говорю: это как раз чувак, который из эйфории похож. Ну, короче, вот это что. Я ему хотела сказать, что, чувак, я тебя тоже отметила, ты в моих топ-3. Я ему сказала: I pointed you. Вместо I marked you. Блять, я сказала: я острый тебя. Ну, я типа сказала это тупо, не I've pointed you, а я такая просто pointed you, сука. Я только что закончила читать оригинальный скринплей, оригинальный сценарий на 150 страниц Catch Me If You Can. Было ли это пиздато? Я бы не сказала. Алло, слышно меня? Да. Маш, я хочу начать вообще с другого. Нам вчера препод по директорству, короче, и он говорит: вот смотрите, вы директор, у вас должен быть в жизни ваш AD, assistant директор, и должен быть ваш DP, Director of Photography, который типа видение показывает. И говорит: вы с этими людьми должны быть практически женаты, вы должны вот быть готовы жениться на этом человеке, и должно быть так, что вы ему показываете что-то, а он вам говорит: ты гений, чувак, это гений, я буду это снимать, ты просто гений, а ты ему отвечаешь: нет, это ты гений, спасибо, что ты это так видишь, и вы готовы пожениться. Говорит: если у вас в жизни есть такой человек, знаете, вы нашли вашего DP. И в этот момент я сижу и думаю о тебе, понимаешь?
Я думаю о Мусе, о том, какая у нас классная система в Мусе образовалась. Ребята, к Маше я приехала в видеозвонок, и сейчас мы будем обсуждать, сплетничать по поводу Магнолии и по поводу наших новых спешлов, и не только. У них сейчас нет валентинского спешла, но я вернусь за ним через 3 дня сюда, чтобы показать вам его тоже. У них сейчас спешл Hot Chocolate Banana Pudding. Горячий шоколад, значит. И также, конечно, у них меняется капкейк недели, печенье недели, и вот он наш горячий шоколад-пудинг. Посмотрим на витрину, полки ломятся от этой вкусноты, сейчас в продаже спешл и банановая классика. Короче, вот так вот выглядит. Ой, он еще и с чоколад-чипами. Я не люблю чоколад-чип, потому что они очень такие прям сахарные. Ну вообще, сладкотня. Но бананы цельные. Чоколад-чип, заварной крем и шоколадный, и ванильный, чисто американский. А чем мы ответим? Ну, сначала у нас маковая булочка. Как раз сейчас готовится. Тоже с hot chocolate vibe, как у тебя в Магнолии. Из вот таких вот совершенно прекрасных, потрясающих заготовок. И мы их поливаем густым, классным, горячим шоколадным соусом. Он кокосово-шоколадный, и вот так вот это все залито. Это все залито и засыпано пеканом. Тут уже 2 маковые булки, я и вот эта булочка. Да, Маш, ну ты себя видела? Много маковой сладкой начинки. Блин, ну это вкусное. Дальше, да, наша супер-супер имбочка из песочного теста. Такой поджиг песочный. Здесь слой арахисовой пасты, слой тягучей карамели с арахисом и слой кислой черной смородины. Ну, это просто бомбическое сочетание. Я даже не знаю, что тут говорить. Может быть, и не надо ничего говорить. Я говорю, Маше нужно на шоу «Кондитер», смотрите, какой у нее разрез. Тропический. Тропический. Но мне нравится, что кислая с этим. Соленый является как тропическая, нет? Или я долбоёб? Бля, как это называется? Да, я долбоёб. Экзотический. Вот, блядь. Следующий. Банановый хлеб. И он с Эрл Греем. Здесь банановый хлеб, куча орехов. Это все заварено на крепком Эрл Грее. Кстати, сталкиваюсь с тем, что некоторые не знают, что бергамот это на самом деле цитрус. Здесь у нас вот такая лимонная глазурь. Да, всем приятно познакомиться. Я тут уже съел пол хлеба, потому что я очень люблю чай Эрл Грей. Здесь, Ребята, я хочу сказать, что вообще этот спешл закончился, но мы с Машей решили, что после выхода этого ролика он еще продлится на вот 2 выходных, так что успейте, это вообще пушка. Давайте закончим по еде, потому что еда это самое основное, потом перейдем к новым нашим штукам, которые мы делаем. Мы на расстоянии ебашим только так, я вам так скажу. У меня скоро шарики за ролики заедут, у меня глаза косить будут от того, что у меня один глаз на режиссуру, второй глаз на мусе, я буду вот так уже через полгода сидеть. Валентин, выпускайте Валентина, выпускайте Кракена. Мусы, привет! Смотри, какой прикол. Купидон одобряет. Купидон сам приехал, одобрил. Это вот это мы будем пробовать сегодня? Да, и я еще буду брать капкейк. Итак, ребята, смотрите, какой красивый. Ёлки-палки. Он должен быть с клубничкой, с шоколадкой. Я вообще ненавижу. Реально? Бля, он прям chocolate covered. Там печенье. Клубничка чувствуется натуральной. Вкусно. Клубничка как будто бы только сорвали. Мгм. И быстро положили, закрыли и дали. И вот такой вот капкейк. Слушай, выглядит не очень. И внутри пустое. Что это такое? Внутри сахар. Это реально выглядит как сахар с тестом. Оно не сладкое. Она вкусная? Да? Ну, слушай, это слишком долго, значит, не вкусно. Чушь. Чушь, бля. Как будто бы ты ешь масло с хлебом, Ну да. пропитанное сахаром. Наш валентиновский спешл. В этом году мы его назовем Валентинка. В этом году каждому точно достанется по Валентинке. В ней таро, крем, чизовый, сырный мусс накрывает мягкий бархатный розовый бисквит, и вместе с ними много сочного ягодного соуса из малины, черники, ежевики, клубники и смородины. В общем, пиздец весь. Я не знаю. Я не знаю, что ты будешь с этим делать, но тебе нужно вызвать Яндекс.Курьера. Really? Блин, он такой клевый, пиздец. Йогуртово крем-чизовый. Я не знаю, вот у меня никогда в жизни не получалось такого именно крем-чиза. И еще у нас получился за счет натурального красителя. В том году у нас
не очень получался равномерный розовый цвет у бисквита, но он все равно был вкусный, потрясающий. А здесь в этом году тоже будет на подъеме равнейший розовый. А по напиткам тоже расскажем. У нас еще будет один доп-десерт. Что может громче о себе заявить, как о Дне Святого Валентина, нежели чем шоколад и малина? Конечно. Шоколад и малина. Да, и мы решили совместить эти две вещи. У нас будет брауни. Сделать брауни. Брауни с фисташкой, с малиной. Посмотри, какой срез. Блин, а какой влажный он прям как пластилинчик, как я люблю. Он именно фаджи стайл такой, как ириска. Оно просто вау. Вау, очень много. Так как многие хотят попробовать все, а брауни он достаточно такой плотный, насыщенный. И я решила сделать для тех, кто хочет, например, купить его в подарок. У нас будет и большая порция, вот такой, знаешь, прям целый брусочек. Здесь 110 граммов. А еще мы решили сделать, как раньше делали, половинка порции. Кусочки. То есть для тех, кто хочет попробовать, да, небольшой кусочек брауни по напиточкам. Напиток у нас будет называться Pink Flag Latte. Это будет теплое, уютное объятие фисташкового латте и внезапный яркий поцелуй сочной солнечной клубники в самой нежной ее форме. Там фисташковая паста, мы тоже делаем из нее заготовочку, и она вот прям как пралине лежит на донышке. И еще сверху мы будем поливать нашим самодельным конфи клубничным и посыпать дубайской крошечкой. Мы запускаем все вот эти валентиновские приколюшки, штучки. И еще хочется сказать, что мы в этом году сделали календарь Муси. Мы каждый месяц публикуем у нас в телеграм-канале, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы там публикуем каждый месяц вот такой вот замечательный календарь. Я не буду спойлерить, какой месяц будет следующий, просто ждите. И еще мы мы в процессе мерча для сотрудников. О, да, не только для сотрудников, мы его еще будем и фотографировать. Я уже друга попросила, мы сделаем съемку такую, типа стайловую. Мы будем его продавать. Это будет очень красиво, он такой немножко взросло-гранжевый, но он будет очень интересный. 2 лота будет, и оба офигенные. Так что, Маш, доброе тебе утро. У Маши Да. 6:43 утра. Да, и минус 20 за окном. Ну просто у нас разные часовые пояса. Минус 20, у меня плюс 20. У меня 8 вечера, у Маши 7 утра. Но мы все равно как полюса. Типа мы рядом, Притягиваемся. но мы далеко. Так что, ребята, все приходите в Муси. Новинки будут с 13 февраля до 22 февраля. Так что обязательно приходите и пробуйте. В свои редкие выходные я обязательно хожу в Solid Core. Это студия пилатеса, после которой на следующий же день видно пресс. Это чудо какое-то. Короче, у нас сегодня университетская вечеринка. Мы все собираемся на хаус-пари. То есть мы все будем дома отмечать, не знаю что, поступление, наверное. Меня позвали. И я еще такая, не знаю, может пойду, может не, я такая важная персона, блядь. Но в итоге Таня мне говорит, иди, ты что, это супер способ для того, чтобы коммуникацию наладить и все такое. И я думаю, ну ладно. Условие такое, нужно купить что-то поесть, либо выпить, все что угодно. Поэтому вот я сейчас пойду вот в этот Mother's Land и куплю там какой-то еды, может снеков, печенье или каких-нибудь фруктов. Потому что, насколько я знаю, там одна девчонка, она уже готовит печенье сама. Ну как-то будет некрасиво, да, что она приносит свои печенья, а я приношу crumble cookies. Хотя нас там будет 50 человек, crumble cookies точно бы разлетелись. Ну, протеины нам не надо. Залог успеха любой американской вечеринки — попкорн. И вот я набрала всяких вот таких вот шариков попкорн, какие-то веганские стики, вот такие ягодки и вот такие овсяные кексики взяла. Еще нашла вино вот такое, написано just enough, просто вот достаточно. Вот такой вот баночки достаточно, я считаю, вообще вполне. Короче, я пришла, тут уже вот такой вот стол огромный. Печешки, пожалуйста, кексики. Я сейчас буду все это жрать. Даже не думайте, я ничего не оставлю. Сразу на печенье набросилась, говорю, это те самые печенья, которые ты приготовила? Она такая, да. Я говорю, заебись, давай сюда. Посмотрите, какой вид. Это просто разнос. Это типа клабхаус, то есть они тут все здесь живут, такая вот вечеринка. Они тут все живут, у них есть бассейны, их куча. Потом вон там как раз, видите, блоки. Это блоки, где мы будем снимать наши фильмы. Такой закат красивый. Еще у них есть воркаут, типа зал, джим. Все включено, короче, я бы хотела здесь жить. Интересно, сколько здесь стоит жилье? Я узнала, что студии здесь стоят $2000, а однокомнатные квартиры 2500 примерно. Но комплекс выглядит очень хорошо. Тут мы уже все переместились в зону барбекю, потому что именно там готовились все кулинарные шедевры. Wow, are you making hot dogs? Or what?
Wow. It's so American, you know, like to make it. I'm from Russia. Moscow. Hi, this is, what's your name? I'm Tina. Tina, hi. Can you please repeat this? Я говорю чуть-чуть по-русски. Why? Why are you talking in Russian? Я не знаю, но я говорю чуть-чуть, я понимаю чуть-чуть. Oh my god, look at this. It's so LA vibe, you know? Хот-доги ебутся только так просто. Первый, второй, третий пошел. Мы тут время засекаем, короче, и переворачиваем через 45 секунд. Тут уже все запахи перемешались. Запахи рисов, хот-догов, банана-бреда. Кстати, тут девчонка есть, Анастасия ее зовут, но она американка. И она приготовила банана-бред. И я ей говорю, боже, у меня кафе в Москве есть. И у нас тоже есть банана-бред. Она говорит, ты попробуешь мой и дашь свое ревью. Я говорю, хорошо. И я вот хожу, клянусь, я только об этом и думаю. О том, как бы попробовать ее банана-бред. Can I speak? Yes, of course. Köyde göygür uşağı, yerde buzağın aşağı. It's in Azerbaijan language. Ha. What did you say? In sky there is rainbow. You're lying. There. No. You're lying. Say something in Russian. You have very like. Russian. Yes. Иди нахуй, долбоёб. Сука, бля. Нихуя себе. Ребята, в очереди в туалет. Я вспомнила, что я за рулем. А я набухалась. My life be like. I'm very glad to see you here. Они меня около туалета встретили. Absolutely. Oh, Chris. Nice. Hi. This is what I... Sorry. This is my DP and AC and DP. Cheers. Man, cheers. Ребята, сейчас будем пробовать банана-бред. Уже пожрали, смотрите. Уже от банана-бреда-то одно название-то и осталось. Ну давайте попробуем. Вот я беру вот этот замечательный... Выглядит потрясающий кусочек. Накроем, чтобы никто не воровал. Возможно, мы все это и доедим. Пахнет нереально. Прям бананзой. Очень вкусно, но здесь не хватает либо джема, либо арахисовой пасты. Вот прям просится сюда. Но он очень мягкий, посмотрите. Это просто сквиши. You baked this banana bread. I did. And I saw you in the window and I told you're a girl, you Thank you. I appreciate it. I think I want a snack or something, but then I think you don't want a snack. Yeah, there are a lot of snacks, American snacks. Ребята, вот американские снеки, пожалуйста, вот на любой вкус. Чипсы Goldfish, читосы и мармеладки. И Орео, очень много Орео. Все любят Орео. 3 hours later. Yes! Ребята, я понимаю всех своих одногруппников. Я с ними пижу. Мы просто болтаем. И в какой-то момент я забываю вообще, что я на английском говорю. И я такая, блядь, я что, сейчас так на английском хорошо говорю? Боже! Все супер. Я очень рада. He told that nobody gave him a plate. Nobody gave me one. Is it okay for you? It's very good chicken. Oh, yeah. Enjoy your meal. A few moments later. You need to find Anastasia. Yeah. Don't push me. Ой, бля. Ой, бля. Well, I'm stronger, so try your best. Okay. Лезгинку. Это я научила. Нихуя себе, нихуя. Спроси еще раз. У тебя есть купальники? Did I say it right? Do you have a swimsuit? Yeah, I will, but I have to get dressed. У тебя есть купальник? No, купальник. У меня плавки. This is Azerbaijan and Russian. Без понтов. Delicious.
Тусовки — это, конечно, классно, но своим универским проектам я посвящаю буквально каждый день, потому что иначе не справиться. В основном я пишу сценарии, то есть скрипты для фильмов, которые мы будем снимать. Сложность в том, что нужно продумывать техническую часть, прописывать, где у тебя близкий кадр, где лонгшот, дальний кадр, и как они мэчатся между собой. Но мое любимое — это искать референсы, конечно. На парах мы уже начали монтировать в этой зловещей программе. Это просто ад, если честно. Для практики дали готовые футажи и сказали смонтировать из них готовую историю. И там был кадр с Аляски буквально один в один, как из моего влога про Аляску. Потому что мы снимали конкретно в этом месте, конкретно в этой лодке. Такая вот пасхалочка. И такие у меня тут рыбы и Маша и медведь. А тут мы разбираем наши тесты камер и нашу команду похвалили. Внезапная вставка. Еду домой после учебы, вот такой вот вайб. Под глазами просто уже, знаете, озера какие-то байкальские, синяки под глазами. Но ничего. Короче, сегодня было 3 теста. 2 на просто знание терминов, 1 по скринрайтинг, по написанию сценария, 2 по лайтингу и камера. В общем, весь вот этот вот став, который математический, который я вам показывала на этих вот таблицах. Это все нужно было наизусть выучить и научиться, как это правильно считать. На первом тесте мы там 2 ошибки, на математическом 1 ошибка из 12 вопросов. И чтобы вы понимали, да, мы пишем по 2, за столом нас сидит 2. В окно смотрели 2. И все не пальцем деланные, все так свой листочек прикрывают. То есть написали ответ сразу, оп, перевернули. Я думаю, вот, суки, так же буду делать. В итоге ко мне американцы подходят после всех этих тестов и говорят: Лиза, describe me how to do that. Я говорю, давай сюда, сейчас я вам объясню. Они мне говорят: ты такая умная, you're so smart. Типа, have you always been so smart? Я говорю, бля, хуй знает, чувак. Просто, если мне что-то надо, я запомню все, что угодно, даже если я не понимаю. У нас там в конце квиза по математике был вопрос. Чисто, говорит, препод говорит, а теперь вопрос чисто от меня. Чему вы научились за эту неделю? И я написала, я научилась тому, что даже если я ничего не понимаю, если я захочу, я это пойму. Ну а хули, мы не пальцем деланные, блядь, тоже листочки переворачивать умеем. Еще прикол, я все делаю заранее, то есть, ну, из-за этого у меня появляются, на самом деле, некоторые проблемы. Вот нам сегодня говорит наш директор: я до следующей пятницы жду все ваши страховки и иншуранс на места, где вы будете снимать. То есть даже если мы в своей квартире снимаем, в своих апартаментах, нам нужно разрешение. И он говорит, до пятницы жду. Как вы думаете, сделала ли я уже все страховки? И плюс 1 фильм мы снимаем только через месяц. Я уже дернула Юлю Моллиган, я уже нашла ассистенс камера, кто будет помогать с камерой, уже забронировала локации. У меня реально шило в жопе, я вам говорю, мне нужно, чтобы кто-то мне вытащил шило из жопы, а то оно мне колет там. Так вот, совсем забыла сказать, как мне вредит эта торопежка. Она вредит мне тем, что я перепутала монтаж видео с мьюзик-видео. Монтаж видео — это буквально 2 минутки, где нужно будет впервые подставить там звук, там, знаете, шелест травы, блядь, педалирование. А я подумала, что это мьюзик-видео, и я расписала свой сценарий для музыкального видео на 5 страниц. Придется снимать клип. Все, друзья, понос из информации закончился. Я приехала домой. Ребята, это жесть. Я сейчас буду жестко жаловаться. Нам дали локации на завтра на съемки фильма «Мизансцен» 30-45 секунд. Помните, да, мою идею? У меня должны были быть плакаты везде, типа, что я такая перфекционистка, и потом я беру и такая, все, я больше не буду перфекционисткой. Короче, нам дали локации. Внимание, мы будем снимать в Юниверсале. Вот так это все выглядит. Локации такие пустые, знаете, как будто заброшенный город, но при этом все очень красиво. То есть есть такой Нью-Йорк, например, да, потом больница, бла-бла-бла. Вот, видите, это целый список локаций, то есть мотели, аллеи. И ни в одной из этих локаций нет стола и стула. Не интерьер, а экстерьер. То есть вся моя идея коту под хвост. Но я не отчаиваюсь. Да, вот такая вот жопа бывает. Просто за день нам такие вот локации, пожалуйста. Попытаюсь интерпретировать свою идею. Ничего, не с таким справлялись, как говорится. Он сегодня нам говорит, препод, типа, нам показывает какой-то фильм и говорит: try to walk in the shoes of the director. Я такая, да клянись же, блядь. Good morning! Ну что, ребята, тот самый день Y, нашей первой съемки. Ребята разминаются перед посадкой в автобус. И мы едем в Universal Studios. Я, кстати, узнала, что из всех универов только нашему разрешено снимать на этой территории. Нам выпала локация Европа. Как говорится, если я не еду в Европу, Европа едет ко мне. Пока расставляют оборудование, мы с вами прогуляемся и найдем лучшее место для нашего сета.
Настраиваем наше оборудование. Вот моя команда. Манан, он из Индии, и Мэнни из Америки. Напомню, нам вместе снимать 4 проекта, а потом нас перераспределят. Perfect scene without noises and etc. Ну что, не будем тянуть, я сразу вам покажу, какая 30-секундная мизансцена получилась у меня. Вау, посмотрите, как замечательно Джай сочетается с фоном. Ёбан. Wow, damn, you look so good. On this background, you look like a psycho, you know? American psycho. Ребята, я сегодня как Кузьма сыграла всех. Okay, here we go. Back to one. Okay, pictures up, quiet on set, and roll camera. Action. Как? How did you feel on that one? Better. Better? Yes, Yeah. it was my best friend. Another take? Wow, I love this pen movement. Yeah. It's so Very smooth. nice, right? So smooth. I told you I would hire him. Приехал автобус с едой. Давайте я вам быстро покажу, что здесь есть, пока Агала не набежали, блядь, не разобрали все. Кипяточек, кстати, полезная вещь. Очень много напитков, всякие снеки, энергетики. Ну, конечно, как на съемке без энергетиков. Happy New Year. Good to see you. Ёлки-палки, так тут тут и завтраки, и ланч-сэндвичи, и холодные сэндвичи. А, ну и мексиканские буррито, такосы. Блин, я бы сейчас тако вообще за обе щеки на самом деле умяла. Но я предпочитаю брать с собой свои ланчбоксы, более сбалансированные, потому что фиг знает, что приедет в этом траке, может, я оттуда ничего не захочу, а так я точно голодной не останусь. Ну что, ребята, 3 дня спустя мы увидели наши шедевры на большом экране. Сегодня мы каждый выходили, садились на вот это вот кресло преподавателя и ставили наши фильмы. Спойлер, мою сцену все поняли, это был для меня шок, потому что чувак из моей группы, который из Казахстана, он сразу сказал чисто мою идею. Он говорит, она села в кадре, она пытается поставить стакан так, чтобы он тоже как-то отцентровался, но в итоге у нее ничего не получается, она посмотрела на небо и такая, блин, да какая вообще разница? Мир и так прекрасен, зачем все центровать? Вторая девчонка сказала, что тема ОКР. Да, это тоже вкладывалось в смысл. Ну, короче, суть не в этом. Суть, блядь, в АМУ. У нас есть парень в группе АМУ. Он очень креативный, он очень интересный. Он не подписан ни на кого со своей главной страницы. На главной странице у него 60 тысяч подписчиков. И на него подписаны некоторые айдолы. Если вы знаете, кто это из кей-поп, вот эти все движухи, певцы и танцоры. Там они, блядь, и на бубне играют. Короче, и он с этой страницы подписан только на одного человека. На Арнольда Шварценеггера. Но прикол в том, что на нас всех он подписан со странички, которая называется Арнольд Шварценеггер, и там нет подписчиков. Я знала, что он гений, но сегодня он презентовал свою мизансцену.
Это гениально. Мне нечего сказать. Я просто вот так вот смотрела. Wow, that's nice. Very creative. Like, it's inspiring. I feel like I just woke up straight after that video. Еще из новостей. Короче, здесь я, как вам рассказывала, пермиты на все нужны, разрешения на съемки. Даже в собственной квартире, даже там, ну все, на все нужны разрешения. Сначала ты должен получить пермит от Film LA. Это, собственно, компания, которая всем городом руководит, и она на все выписывает разрешение. Ты регистрируешься, заполняешь форму, где ты будешь снимать, кто владелец квартиры и так далее. Они тебе присылают пермит. Следующий твой шаг — это сделать insurance, страховку в месте, где ты будешь снимать. Мало ли ты свет уронишь, их хата сгорит нахуй к чертям собачьим. И третий шаг — это твоя школа делает student letter. И из-за этого у тебя скидка. Ты в любой локации можешь снимать за $50, а обычно это типа $300-350. Супер. Я все сделала раньше всех, естественно. И мне сегодня пришли мои пермиты. Но как это выглядело на самом деле? А как мне в Мурделову попасть? Не подскажете? Мы вас неправильно информировали, этим занимается Григоренко. А где Григоренко? Зиночка, будьте любезны, проводите, пожалуйста, товарища Тимофея Васильевича. А только вам не Григоренко, а Костюк, он финансированием занимается. А где ж мне этого Костюка-то искать? А вы к Костюку по какому вопросу? Мне деньги нужны на ремонт элеватора. Только по вопросу элеватора вам не к Кулагину, а к Жмыхову надо. Пойдемте. К Жмыхову? Да. Это ад. Я прошла через 6 кругов ада, а еще 6 кругов мне предстоит сделать через месяц, потому что через месяц у нас уже планировка нашего большого фильма на 10 минут. Честно, заеба, но очень excited. Сейчас у меня в маленький перерыв, мне нужно накидать сценку overhead. Это когда ты на листочке рисуешь, где у тебя камера стоит, где актеры, потому что завтра мы с Таней снимаем community film. Поэтому давайте перепрыгнем в следующий день, вы не против? Я вот сейчас хочу перепрыгнуть. Все, я прыгаю. А вот как мы снимали этот фильм, вы увидите уже в следующем влоге. Потому что это ад 20-килограммовый. Пока!